Здравствуйте, товарищи! На волнах радио «Аврора» программа «Красная пчела». Наш гость сегодня депутат фракции КПРФ в Государственной Думе, член ЦК КПРФ Артем Прокофьев. Артем Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте. Эфир проводит политический обозреватель Федор Бирюков и в роли партийного критика Кирилл Викторович Рычков. Да, попрошу не путать с критиком партии. Собственно говоря, перед эфиром уже проговорил, акцентирую внимание наших зрителей на сути роли этого самого партийного критика, который у нас в свете закона о предвыборной агитации появилась. Та комплементарность и единодушие, которые раньше были наполнены эфиры с коммунистами, теперь буквально в связи с этим законом становится противозаконной, простите за тавтологию. Поэтому придумали такую роль партийной язвы, которая вроде бы и с нами, но при этом цепляется словам, ищет какие-то слабые стороны в речах и так далее. Ну и вообще где-то там это критично относится к процессам. Собственно говоря, у нас, как у Морфеуса, для вас две таблетки. В одной мы можем поговорить о том, как партия оценивает свое прошлое, в другой то, как сквозь призму, возможно, даже настоящего, она видит будущего. Как понятно из моей роли критика, обе таблетки будут отравленными. Какую выбираете? Ну, я думаю, что прежде всего чуть поближе к микрофону, пожалуйста. Партия прогрессивная, мы смотрим вперед, естественно, опираясь и на наше прошлое, и на наследие, но мы смотрим вперед, поэтому давайте говорить о будущем. Давайте. Тем более, что именно это интересует, я думаю, и наше общество. В реальности первый вопрос, он так или иначе будет связывать прошлое с будущим. Иосиф Виссарионович в свое время сказал, что без теории нам смерть. В общем-то, оказался буквально прав. Смерть это буквально через, сколько там получается, меньше 40 лет после его кончины Советского Союза и наступила. У меня, соответственно, вопрос, как партия осмыслила, осознала эти слова? Где та теория, которая снова не позволит нам наступить на те же грабли? Ну и, соответственно, где почитать? Я могу сказать, что, конечно, не то, что теория новая. Теория марксизма-ленинизма, она развивается, и мы это видим и в работах Геннадия Андреевича Зюганова. Я думаю, что у вас, наверное, многие из них есть. Там, кстати, в принципе, буквально все. По большому счету, все те вызовы, с которыми столкнулась и наша страна, в частности, и человечество в целом, они во многом были предсказаны. И, к сожалению, получилось так, что защититься от этих угроз не получилось, потому что те рецепты, которые как раз предлагал и лидер нашей партии, и наша партия в целом, они не были использованы. Сегодня мы видим, что наша страна как раз оказалась перед лицом такой открытой агрессии ведущих капиталистических стран Запада, и в этом противостоянии сегодня мы пребываем. Также я бы отметил и работу, конечно, отдела по идеологии Дмитрий Георгиевич Новиков, его работа, его команды. Вы знаете, у нас и активно работает партийная школа, где готовят наших товарищей. Это касается и специалистов, которые непосредственно идеологи, специалисты, которые занимаются агитацией, специалисты по избирательным кампаниям. То есть это такая большая, серьезная, специалисты-орговики, это большая такая серьезная работа, в том числе, которая занимается развитием и теоретической составляющей, и учит наших товарищей. Кстати, выпущены и отделом идеологии, и есть такие энтузиасты. Например, я видел работу Брагина, например, одного из наших товарищей, где как раз такие постулаты марксизма, ленинизма, они для нашего сегодняшнего такого молодого, в том числе члена общества, они в простых, понятных современных языком изложены эти постулаты. То есть это сегодня есть. Ну и если говорить в целом широко, да, мы же можем посмотреть то, чем занимаются, например, и институты профильные
в Китайской Народной Республике. То есть это же на самом деле марксизм, ленинизм, он развивается, и в целом нельзя говорить, что он умер в 91 году, и нам надо проводить реанимацию. Я вот с этим категорически не согласен. Да, мы понимаем те препятствия, те вызовы, с которыми столкнулась наша страна, в целом социалистическое движение в мире. Но мы видим, что эти вызовы, они преодолеваются, и само современное состояние экономики в мире, оно как раз актуализирует вопросы, над которыми Я как вовсе раз... и не вкладывал в смерть, что... Давайте по-другому перефразирую. А вы связываете под саму фразу «без теории нам смерть» с тем, что произошло в 91 году? Ну, я думаю, что здесь же это вопрос наполнения этой фразы, да, каждый из нас может ее субъективно наполнить. И наполните. Да. Ну, я думаю, что вопрос здесь касается не только теоретической составляющей, но и кадровой политики. Да, понятно. Я имею в виду, связаны ли события 91 года с тезисом Иосифа Виссарионовича о том, что без теории нам смерть? Я думаю, что ситуация несколько сложнее, да. Я бы не стал его сводить только к теории. Только к теории. Нет, вот. Я совершенно не возражаю с утверждением, что развал Советского Союза был многофакторным явлением и обусловлен был тысячей причин. А вопрос в расстановке некой формы приоритетов, а главное первопричин происходящего. Вот мой вопрос о связи тезиса Иосифа Виссарионовича с событием 91 года скорее заключается, на какое бы место вот в списке вот этих приоритетов вы бы поставили отсутствие у руководства партии того времени теории, на какое место в качестве причин развала Советского Союза вы бы сами лично, это абсолютно субъективная оценка, тут нет правильного или неправильного ответа, вы бы поставили отсутствие теории движения вперед? Здесь дело даже не в теории, мне кажется, вот ключевое, да, если говорить, и если в этом смысле трактовать фразу не в том, что не было теории, а скорее в том, что те, кто должны были вести партию вперед, сами не верили в то, что уже говорили во многом. Вот, к сожалению, такие люди во многом оказались на руководящих постах, что они сами не верили в моменте в то, что говорили. Это было проблемой. К сожалению, вот та здоровая часть партии, которая смогла реорганизоваться и восстановить потом в нашей стране коммунистическое движение, к сожалению, она в тот момент не имела достаточно ресурсов, чтобы вот эту ситуацию исправить в моменте. А кто из последующих после Иосифа Виссарионовича глав партии или глав государства, на ваш взгляд, не верил в то, что говорил? Слушайте, мы с вами договорились говорить о будущем. Я выбрал вариант будущее, вы опять вы все назад, вы пытаетесь топтаться. Давайте не будем смотреть назад. Хорошо, и пытаться залезть в голову каждому нашему члену партии. Поправка принимается. Давайте по-другому. Смотрите, вот поставьте себя на место избирателя. Вот если мы открываем программу Коммунистической партии Российской Федерации и читаем ее содержание, в лучшем случае мы можем назвать ее социал-демократической, потому как там ни слова о коммунизме, ни слова о коммунистическом обществе, ни слова о том, куда партия ведет страну. Я вот много раз акцентировал внимание и своих коллег в том числе, что в свое время причиной моего решения вступить в партию было то, что у КПРФ есть план хотя бы лет на 20 вперед. Вот. Если рассматривать еще и теорию построения коммунистического общества, которая, правда, не зашита в саму программу партии, с которой, собственно, избиратель-то и знакомится, лет 50. Если не будут мешать, в моем представлении за 50 лет коммунистическое общество построить можно. А что дальше? Построили коммунистическое общество. Дальше что делаем? Смотрите, вопрос касательно программы, я с вами не согласен. Все-таки там прорисованы два этапа
если мы говорим про программу партии. Это первый этап. Да, там в чистом виде отнять и поделить. Национализация. Национализация. Партия исходит из текущего момента. Да? То есть шаги должны быть прописаны логично, последовательно, исходя из текущей обстановки. Именно поэтому первый этап, он и вам кажется немного таким, скажем так, социал-демократическим, да, но это потому, что все должно развиваться последовательно, и партия ведь ничто не мешало сформулировала свою программу. Партии написать, это первый этап, так а вот это второй есть, этап. Если мы говорим про именно программу, и мы сейчас с вами говорим не о предвыборных программах, нет, правильно? О программе партии, да. Но там это, так сказать, выражено весьма четко, я думаю, с вами про одну программу говорим. Да, так я же говорю, там четко выражено о том, как национализировать ключевые отрасли, как национализировать банковскую сферу и так далее, и так далее. Ну, то есть перечень первоочередных мер, чтобы вытащить нашу страну из того неприятного положения, в котором она оказалась. Вот. А дальше как бы непонятно. Вот я и говорю, что если вот, допустим, отталкиваться от понимания, что достаточно большое число, кстати, той же самой молодежи задается вопросом о том, как может выглядеть планирование государства на 100 или на 1000 лет вперед, они задаются этим вопросом, я задаюсь этим вопросом. Ну, в том плане, что есть значительное число избирателей, есть значительное число членов партии, вот как мой пример, я, собственно говоря, отчасти вступал для того, чтобы продвигать в партию вот эту повестку, что мы должны смотреть и показывать вот этот самый образ будущего. Но и не об этом. Есть значительное число избирателей, которые задаются вопросом о том, что дальше. То, что нужно порядок навести, то, что нужно национализировать основные сектора экономики, то, что нужно разобраться наконец-таки с банками и так далее, вообще никто не спорит. Это из разряда очевидных действий, в отличие от других партий, которых это им не очевидно. Поэтому, собственно говоря, альтернативы-то КПРФ в данной ситуации я не вижу. Но, тем не менее, я хочу понимать, что собирается моя партия делать дальше. Вот мы национализировали, привели в порядок финансовую систему. Какой дальше план? Прежде всего, мы должны с вами понимать, что партия не работает просто как в безвоздушном каком-то пространстве, в вакууме. Мы работаем в обществе. В обществе сегодня есть конкретные проблемы и конкретные вызовы. И в этом смысле, наверное, вполне логично, что партия прописывает решение тех проблем, которые сегодня первично стоят на повестке дня. Тем более, что без их решения невозможно выстраивать второй этап. И в этом смысле, наверное, то, как сформулирована программа, это абсолютно правильный на сегодняшний момент подход. Потому что второй этап, он прописан, может быть, не так детально, и это обосновано. Мы понимаем, что по мере развития и преобразования экономики и общества понадобится дополнительная, в том числе детальная проработка этой программы. Мы учитывать должны и опыт и других стран, в том числе, которые ведут строительство социализма. Мы должны опираться на то, как это происходит в нашей стране. Поэтому здесь, с точки зрения подхода нашей партии, это все абсолютно правильно. Сегодня перед обществом стоят конкретные, понятные проблемы. Вот смотрите, у нас была пандемия. У нас сегодня мы столкнулись с коллективной агрессией стран Запада. И каждый из этих этапов, который стал стрессом для нашего общества, что не менялось? Вот скажите. А я вам скажу. Росло количество миллиардеров и их капиталов. Вот у нас в 2021 году там количество миллиардеров было 117, насколько я помню. Сейчас вот последние данные по 2026 году их 155. Произошел рекордный рост, а их капитал вырос за последний год на 71 миллиард долларов. То есть это немыслимые цифры, они даже в головах не укладываются, и они, кстати, полностью могут покрыть дефицит бюджета, о котором мы так много говорим, из-за которого людям выкручивают руки и поднимают налоги. Поэтому наша программа – это ответ на вызовы сегодняшнего дня, потому что
с их решения, с работы с обществом, чтобы эти проблемы были решены, и начинается строительство социализма. Вы нас хотите увести в том, что мы будем сейчас прописывать какие-то вещи детально, которыми приступить сегодня партия не может. Это увести нас в дискуссию совершенно такую непродуктивную для текущего момента. То, что есть сегодня в наследии марксизма, ленинизма, есть в работах лидера нашей партии, это достаточное видение будущего. И более того, как я уже вам сказал, оно во многом оказалось пророческим с точки зрения тех вызовов, с которыми наша страна сегодня столкнулась. Что не так в этом смысле? Чем это вас не устраивает? Вы хотите нас увести в сторону в каких-то... Какого будущего вам еще нужно? Да. Куда вы хотите Вы же нас помните, увести? что я роль играю, Да, вы прям да, очень искренне уже со мной. Да. Смотрите, я вам отвечу. Возражение очень простое. Вот вы говорите строительство социализма. Нет никакой теории строительства социализма, но есть опыт его строительства. Есть сталинский опыт строительства социализма, есть брежневский социализм. В конце концов, есть китайский путь. Какой путь для себя, как для ориентир, выбрала Коммунистическая партия Российской Федерации? Ведь для того, чтобы производить вот эту вот национализацию, обобществление там, средств производства и так далее, оно должно происходить в некоторой логике. Чтобы понять, правильная эта логика или неправильная, нужно понимать, куда идем. Мы идем в сторону сталинского социализма, брежневского социализма или китайского варианта социализма. Какого? Я могу сказать, что современный этап развития экономики в целом, если мы берем нашу планету, то мы видим, что преобразования, с которыми сталкивается человечество, они носят такой новый совершенно характер. Мы видим, что развитие искусственного интеллекта, роботизация, оно ведет к тому, что многие рабочие места начинают замещаться. Причем в том числе, кстати, и интеллектуального труда в большой степени. И, конечно, то, что предстоит сделать, это будет отличаться, наверное, от тех рецептов, которые имелись в прошлом. Это первое. Второе. Актуальность социалистических преобразований, наоборот, вырастает. Потому что вот с развитием роботизации, искусственного интеллекта, идеи социализма, они становятся более актуальными, более востребованы. Это сегодня еще не все понимают, но я думаю, что осознание будет происходить очень быстро по мере того, как последствия экономические, социальные вот этих преобразований будут затрагивать все большие слои общества. Ну, мы же понимаем, что вот сегодня у нас, да, и потом последствия, например, той же появления платформенной экономики, удаленной занятости, все это уже требует реакции. А это еще мизерное влияние на экономику, на рынок труда, на наше общество в сравнении с тем, что ждет дальше и нашу страну, и наше общество. Все будет гораздо серьезней. Ответа в капиталистическом обществе нет на то, как должен распределяться доход, как должна экономика быть справедливой в отношении членов общества. То есть у капитализма нет ответа на этот вопрос. Кстати, есть ли сегодня идеальный рецепт с точки зрения социалистической модели? Он может быть детально не проработан, не прописан, но в целом понятно, что только социализм дает ответ на этот вопрос в базовом, принципиальном смысле. И поэтому, что бы там ни говорили, как бы там сегодня не говорили о каком-то правом ренессансе в мире, но это на самом деле такая лебединая, даже в некотором смысле истеричная песня правых. Это пройдет, да. А впереди ренессанс идей социалистических. Готова ли к этому наша партия? Безусловно, готова, потому что мы сегодня имеем уникальное наследие, о котором вы хотели много говорить. Действительно, наша партия имеет же опыт
и советского строительства. В условиях, кстати, чудовищного давления внешнего. Тогда были и санкции, и попытки блокады, и интервенции 14 государств, да, капиталистических, ведущих на тот момент. И наша страна все это преодолела. 30 лет демонстрировала 15% уровень роста экономики. Такие примеры считанные, наверное, только, наверное, Китай можно из последнего там привести, да? Такой устойчивый, высокий рост. Брежневе уже не демонстрировал. Именно это меня и подвигает к вопросу о том, какой социализм-то в итоге хочет построить партия. Вот. Смотрите, у нас есть опыт и постсоветского, значит, спасения страны. Потому что когда в условиях 98 года все обрушилось, куда обратилась даже та ельцинская команда, которая обанкротила за спасением? Она вынуждена была обратиться в КПРФ, потому что правительство Примакова-Маслюкова в кратчайшие сроки поставило страну на рельсы экономического роста. И, кстати, тоже, даже постсоветский период, это был самый большой рост экономики, двузначные темпы роста промышленности. Больше такого не было. Не было в истории постсоветской России. Это тоже опыт нашей партии. У нас сегодня есть наши представители, которые имеют опыт руководства регионов, мэры крупных городов, народные предприятия. Все это тоже команда, которая имеет практический опыт. Вот о чем я говорю, когда говорю, что партия готова. То есть это уникальный сплав. Советский опыт, постсоветский опыт. Опыт выживания даже и строительства народных предприятий в невыносимых условиях, которые создала сегодняшняя экономическая модель и те, кто ею заправляет, и та же политика Центробанка. И эта программа, которая сегодня есть у партии, она отвечает на ключевые вызовы, которые ставит перед нами общество. Вот у нас есть программа, у нас есть команда, у нас есть опыт, у нас есть даже, товарищество и поддержка во всем мире. Не стоит общество обобщать. Я почему? Тем более в преддверии выборов вы меня должны понять. Представляете себе количество людей, которые в нашей стране в той или иной степени занимаются предпринимательством? Большая прослойка общества. Для многих из них, особенно для людей в определенном смысле далеких от политики, от теорий всяких в том числе, любая форма национализации, особенно с флером отнять и поделить, это такая очень пугающая, я бы даже сказал, как минимум настораживающая вещь. Когда я вас спрашиваю о том, к чему, хотя бы на что можно или нужно ориентироваться, это важный вопрос для предпринимателя, потому что в одном социализме частная инициатива практически аннулирована, если брать пример того же Хрущевского. В другом социализме, если брать того же Брежнева, есть уже какие-то кооперативы, но критик скажет, что эти кооперативы нас до Цугундера и довели. Китайский путь, соответственно, демонстрирует не меньше, а кратно большее, по-моему, количество миллиардеров, чем даже у нас. Тоже своя и отдельный вопрос, у Китая там вообще социализм или нет, потому что от несоциализма его буквально отличает только то, что страну возглавляет коммунистическая партия, как полагают многие. Это важный вопрос для людей, которые вовлечены в бизнес. Они хотят понимать, им вообще почему стоит голосовать за партию, которая предлагает для них, они это слышат про отобрать и поделить. Они хотят понимать, как коммунисты сегодняшнего дня видят роль предпринимателя в стране. Какой уровень, допустим, с малым бизнесом может быть понятно. А средний бизнес, допустим, я хочу построить, или у меня уже есть химический завод. Или фармацевтика, еще что-то. Как мне понять, мне стоит акцентировать внимание своих рабочих, а у меня 10 тысяч человек, допустим, в коллективе,
стоит им голосовать и агитировать. То есть я-то вот как предприниматель, их действительно таких много с социалистическими взглядами, но они как бы кормят семьи, и, что называется, если система предоставляет возможность зарабатывать, зарабатывают. Но тем не менее, они имеют возможность агитировать у себя на предприятиях, имеют возможность Серебрякова того же возьмите. Мне, конечно, понравился ваш подход. Мелкий предприниматель, который 10 тысяч человек коллектива. Нет, я просто говорю о том, что пример вот возьмем. Ну, смотрите, да, на первое, вот то, на что указывает Геннадий Андреевич регулярно, на то, как, когда вот первое социалистическое государство начинало свое строительство, насколько быстро и гибко Ленин реагировал на вызовы, с которыми страна сталкивалась. Он предложил несколько моделей экономической политики, включая, например, НЭП, который позволил запустить предпринимательство. То есть мы видим, что подходы могут быть весьма гибкими. И это в том числе может быть таким примером, как может быстро реагировать социалистическое строительство на те вызовы, с которыми сталкивается. Это первое. Второе. Текущие предприниматели прекрасно видят, что происходит. Вы говорите, что вот они боятся национализации. А то, что сегодня мы видим под такими, скажем так, разовыми шагами в сторону национализации со стороны государства, который по факту выглядит как перераспределение собственности, когда изымается какое-то предприятие, а потом оно по факту, через некоторые юридические акты фактически оказываются в других частных руках. Разве это, думаете, их не пугает? Это их очень пугает. Это их пугает даже больше, чем национализация в классическом смысле, о которой мы говорим. Потому что в программе Компартии не было никогда национализации каких-то малых предприятий. Да? Речь идет о стратегических отраслях. Тех отраслях, которые создавались всем нашим обществом. Не было примеров национализации малых предприятий? Это трудом, потом всего нашего народа были созданы такие гиганты, была создана кровеносная система экономики нашей страны, например, энергетика, да, природные ресурсы, чтобы они добывались, это какие были огромные капитальные вложения. Вот о чем речь. При Хрущеве одним махом артели взяли и перевели в государственную собственность. И что? Я просто привожу вам пример того, что в истории партии есть прецеденты того, как малые предприятия обобществляются. Да, но мы сегодня с вами говорим не про Хрущева, а про программные положения, которые есть у нашей партии. И они понятны сегодня в том числе мелким предпринимателям. Потому что такое программа нашей партии? Их пугают монополии, наоборот, предпринимателей сегодня. По сути, поставить под контроль монополии. Те стратегические отрасли, как электроэнергетика, природные ресурсы, должны быть под контролем государства. Об этом речь. И это, наоборот, созвучно тем требованиям, которые в том числе есть и у малых предпринимателей. Потому что это им понятно. Они с этим сами сталкиваются, они от этого страдают. От этих монополий, которые выкручивают им руки. Налоговая политика. Вы посмотрите, я вам сказал, как сегодня выросло состояние капитала миллиардеров. А при этом откуда дефицит пытается финансово-экономический блок правительства закрыть? Дефицит бюджета. Они берут упрощенную систему налогообложения, лимит снижают с 60 до 20 миллионов. Уже последствия этой политики, плюс рост НДС, они привели к тому, что свыше 200 тысяч предприятий и предпринимателей закрылось. Это же прямой удар, такой, знаете, кувалдой по малому предпринимательству. Это происходит сейчас. Мы не должны сейчас говорить, что каких-то предпринимателей пугает закрытие артелей Хрущевым. Это абсурд. Они видят то, что сегодняшняя экономическая политика их убивает. Убивает, понимаете? Об этом они говорят, когда мы с ними общаемся. И у нас понятный рецепт. У нас есть вариант, как закрыть эти бреши, вернув те же лимиты по ОСН до реформенному уровню 60 миллионов.
Не трогай НДС. Вообще в программе нашей партии поэтапная отмена НДС, потому что это экономику тормозящий налог. И это, по сути, налог в том числе на бедных. Он на каждого накладывается. У нас другой путь. Мы говорим, есть прогрессивная шкала налогообложения. Доходы свыше 50 миллионов рублей в год должны облагаться, как во всем мире. В среднем они 47% должны уплачивать. По миру, если мы смотрим, мы говорим, хотя бы 45% пускай заплатит. Мы закроем проблему бюджета. Мы сможем не трогать налоговую систему, и предприниматели мелкие, они сразу, наоборот, задышат, понимаете? Вот о чем речь. И это понятно им. Ничто их, никакой Хрущев их не пугает. Это абсурд. Поэтому только... наоборот, поддержка с их стороны, потому что наше программное положение – это то, как должно быть. Это вопрос справедливости, потому что там, где есть деньги, все их видят. Их как будто, понимаете, Минфин, Минэкономразвитие их не видит. Там эти миллиардеры, их капиталы растущие, их никто не замечает. А они пытаются, знаете, по сусекам скрести у малого среднего бизнеса. Вот это жестокая, чудовищная политика, которая уничтожает предпринимателей. Итак, и они нас, деньги. наоборот, поддерживают. Поэтому курс на социализм, он понятен, в том числе и малому среднему предпринимательству. Тем более, вы ругаете Китай. Пожалуйста, наоборот, Я не практика, предприниматель смотрит, они же понимают, что там можно работать. А у нас, если вы что-то попытаетесь приобрести, вы только закупите базово, например, металл, чтобы что-то создать, у вас только металл будет стоить дороже, чем конечный, например, продукт, как автомобиль в Китае. А почему? А в Китае у нас что рабочий олигархов получает берут больше, чем в Китае? 47% налога. Конечно, там облагаются крупные капиталы достойно в соответствии с средним мировым уровнем. Они облагаются, кстати, даже в капиталистических странах. Даже там, на которые нам показывают пальцем, какой пример, вот посмотрите, свобода предпринимательства, там также средний уровень обложения выше в разы, чем у нас. У нас, я напомню, 22% сегодня. И то это потому, что наша партия добилась. Недавно еще было 13%. Это же была целая битва. Это, кстати, один из примеров реализации программных шагов нашей партии. Потому что если бы этого не было, то сегодня вообще бы убили бы полностью малое и среднее предпринимательство. Они бы им вообще выкрутили руки окончательно. Понимаете? То, что хотя бы первый шаг к прогрессивному налогообложению сверхбогатых и олигархов сделан, это заслуга, 100% заслуга как раз наших товарищей, которые бились за это долгие Главное годы. не создавать позитивный образ. Но очевидно, что для товарища Прокофьева отравленная таблетка не страшна. Он их как конфеты ест перед заседанием. Вот, Ну, отлично. пока справляется. Но все-таки давайте хотя бы немножко пофантазируем, а то вы прям защищаетесь и защищаетесь. Расслабимся. Представим себе, что социализм построен. Во-первых, как мы квалифицируем или идентифицируем, или верифицируем, как угодно. То есть, как должен выглядеть построенный социализм с вашей точки зрения? Смотрите, мы находимся в такой точке бифуркации экономической модели, что, мне кажется, сейчас прогнозы строить очень сложно. Я вам честно скажу. Вот, Я потому думал, что строительство социализма подчинено некоторому плану. Нет, ну это понятно. План, соответственно, смотрите, подчинен прогнозу. Вопрос социализм. Подлежит, точнее. Да, строительство социализма, он опирается на принципы. Мы же сейчас с вами, вы говорите, мы будем обсуждать не принципы, а обсуждаем, как это будет реализовано с точки зрения экономической модели. Но я говорю, мы находимся в такой точке, когда происходит скачок искусственного интеллекта развития, когда происходит стремительная роботизация, которая в том числе потенциально может преобразовать радикально все экономическое устройство. Ну, я не буду сейчас заниматься вот этим гаданием, это будет выглядеть даже нелепо. Вот мы должны с вами понимать, что вопрос строительства справедливого общества, реально справедливого, вот, ответ на это дает социалистическая модель. Как это будет выглядеть с учетом того, как меняется вот, средства производства, я вам сегодня на это не отвечу, потому что это будет такое, знаете, люди будут улыбаться. Зачем сейчас говорить об этом? У нас есть принципиальное видение этого вопроса.
И люди сегодня понимают актуальность и растет актуальность именно социалистического решения тех вызовов, с которыми человечество сталкивается и столкнется в более выраженном, ярком виде в ближайшие там, десятилетия. И ответа, кроме как у социализма, нет. Ну, а то, как именно это будет детально выглядеть, я думаю, что здесь, скажем так, мы с вами, наверное, окончательный рецепт не сможем выработать ни сегодня, ни завтра. Ну, самое главное, что опираться на принципиальное, вот, скажем так, на справедливость и, ну, по большому счету, мы с вами, наверное, должны понять, что сегодня у общества, у него нет даже запроса на то, чтобы мы, скажем так, как в какой-то фантастической книге описали. Вот будет вот ровно так. Нет такого общественного запроса. Есть у людей понимание, что надо сперва разгрести и создать фундамент для этого социалистического строительства. И именно на это сегодня отвечает программа нашей партии, хотя вот вы этим были недовольны. Еще важный один кирпич, который как-то не знаю, от нашего внимания ускользает, это непременное условие и качественная характеристика социализма строя – это демократическая власть трудящихся. То есть без этого, без создания климата, атмосферы в обществе и государстве демократической власти трудящихся, социализм невозможно построить. Это так писали Маркс, Ленин, так считают, я думаю, считаете и вы, товарищи коммунисты. Потому что мы живем в ситуации, когда есть демократическая власть капиталистов, и она препятствует строительству социализма в любых его формах, совершенно очевидно. Вот, добиться демократической власти трудящихся архиважно на сегодняшний день, товарищи. Можно ли сказать, что при Советском Союзе была демократия? Безусловно. Смотрите, дело в том, что у нас даже на нашем гербе вот труд, народовластие, социализм. Я здесь полностью согласен, что народовластие – это очень важная составляющая, но штука в том, что сегодня мы ведь должны вести борьбу даже не за, скажем так, идеальную модель этого народовластия. Мы сегодня должны защищать даже те вещи, которые еще вчера казались нам незыблемыми, понятными. Вот как, например, муниципальное представительство, да, самоуправление. То есть ведь откат, который пыталась провести власть, это даже не откат в сравнении с советской моделью, да, системой советов. Вот. Это даже не откат вот с нынешней системой, которая тоже там самоуправление подвергается критике. Это даже откат в сравнении с временами земской реформы императорской России. То есть, ну, это был просто, вот представляете, с чем сегодня должна бороться партия. Вот вы нас призываете, обрисуйте, как будет выглядеть там тоже народовластие в будущем, да? Как будет там выглядеть вопрос. Чего нам идеологический отдел-то, простите. А вот представляете, с чем на парламентских баррикадах сталкивается партия? И благо нам удалось отстоять хотя бы право регионов иметь полноценное местное самоуправление. А первоначально, ведь вы же видели, наверное, да, по реформе, это уничтожение, по сути, вот такое всего нижнего уровня местного самоуправления, самого близкого к людям. Поэтому партия сегодня, она выступает таким, знаете, таким последним рубежом даже вот для того, чтобы отстоять такие вещи, которые еще вчера казались, ну, что никто на это покушаться не будет. Поэтому и народовластие это, да, сегодня это один из важных таких важных составляющих, но, к сожалению, да, иногда вот приходится вести даже оборонительные бои, а не двигаться вперед. Но чтобы двигаться вперед, первый шаг даже сделать, первые шаги сделать, мы тоже какие рецепты должны применять? Вот исходя из текущей ситуации. У нас есть, например, наш избирательный кодекс. Вы скажете, нацелен ли он для того, чтобы построить там
идеальную модель народовластия на будущее? Наверное, нет. Наверное, это решить проблемы, которые текущие вызовы. Но я же понимаю творческий потенциал, теоретический потенциал, который есть в нашей партии. Безусловно, у нас есть возможность, исходя из развития нашего общества, и подготовить и последующую модель. А сегодня есть избирательный кодекс. А избирательный кодекс, какие он проблемы сегодня решает? Вот то, что происходит с выхолащиванием народовластия. Многодневное голосование, голосование там на приспособленных местах, как бывало на пеньках, да, удаленное голосование электронное. Все, что, против чего выступает наше общество, то, что может подорвать легитимность сегодня народного представительства, вот против этого это, скажем так, ликвидирует в зачатке наш проект «Избирательный кодекс». Всего этого не должно быть. Он решает те проблемы, которые сегодня стоят перед нашим обществом. Такой документ есть. Трудовой кодекс, который подготовила наша партия. Если мы говорим о трудовых отношениях, понятно тоже. Он исходит из вызовов, с которыми сегодня столкнулось общество. Это и регулирование тех вопросов, которые сегодня возникли, например, удаленная занятость, платформенная занятость, когда люди работают по факту на монополии, как будто они сами на себя работают, а на самом деле они по факту становятся винтиком в работе электронных монополий. Вот. Это и вопрос пенсионного обеспечения, социального обеспечения. В Трудовом кодексе есть в том числе возвращение пенсионного возраста, 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин. И много чего другого, то, с чем сегодня столкнулись люди. 6-часовой рабочий день будет? Ну, это вопрос, который стоит на повестке дня по мере развития общественных производительных сил. А какая, на ваш взгляд, самая главная проблема, связанная с сокращением рабочего дня? Вот смотрите, давайте так. Вот что сегодня говорят наши люди. Вы говорите сокращение рабочего дня, а почему же тогда у нас трудовые ресурсы? И здесь завозят из-за рубежа. То есть надо решать проблемы последовательно. У нас пока комитет, решаем последовательно, знаете, я вам будущем скажу, нельзя, вам пример, как понимаю. я показываю вам, как наша партия эффективно реагирует на вызовы сегодняшнего дня. Вот прежде чем говорить, давайте вот это решим, это мы решим, безусловно. Но мы имеем пример трудовой миграции масштабной. В обществе к этому негативное отношение. И есть пример Белоруссии. Вот, кстати, Геннадий Андреевич, мы знаем, вручил Ленинскую премию. Там, мы видим президента Лукашенко. Мы видим пример, как там урегулирован вопрос миграции. Леонид Иванович Калашников возглавляет профильный комитет в Государственной Думе по делам соотечественных стран СНГ. 32 закона подготовлены, и, по крайней мере, первые шаги с точки зрения регулирования этого вопроса миграции проделана огромная работа. И это сделано под руководством представителей нашей партии. Это ответ на те вызовы, которые сегодня имеются. И у нас на каждый вызов сегодняшнего дня есть ответ. И, конечно, на вызовы, которые появляются, мы видим их зачатки с точки зрения развития производительных сил в обществе, они также будут детально проработаны. А сегодня у нас на каждый вызов есть ответ и даже законопроект. И это пример эффективной работы нашей партии. Но пока нет народовластия, все остается на уровне бумажек. Вот про твой вопрос, была ли демократия в Советском Союзе. На протяжении всех 70 с лишним лет существования Советского Союза только Владимир Ильич Ленин из всех руководителей страны был из привилегированного сословия, из дворян. Все остальные вышли из народа, включая последнего президента СССР Горбачева, включая, значит, бывшего главу Московского горкома Ельцина. Они все вот с низов вышли. Вот это гораздо больше. Учитывая финал, может быть, это была какая-то неправильная модель демократии? Это настоящая, как бы большая демократия, чем сегодня, когда избиратели выбирают богатых. Вот им предлагают одни модели богатых, другие ставленники. И вот мы выбираем каких-то менеджеров, далеких от нас на самом деле. А местное самоуправление, все это
значит, превращено в какую-то тень народовластия. Поэтому, конечно же, создание атмосферы подлинной демократии трудящихся – первостепенная задача. Нужен ли для этого план или, допустим, сумма стратегий, которая будет вырабатываться в формате мозговых штурмов и реализовываться в определенных условиях, которые складываются в объективных? Это вопрос, на который ответит будущее. Артем Вячеславович, вот я член партии, и как никто, в общем-то, знаю, что партия действительно адекватно, своевременно и оперативно реагирует на большую часть вызовов. Вам отдельное спасибо, действительно молодцом держались. Я, видимо, тоже хорошо играл свою роль, раз вы так эмоционально на меня набрасывались. Но я больше как риторический вопрос, которым, возможно, даже захотите ответить, захотите нет. Но вот если бы большевикам в 1917 году сказали, точнее, если бы от них просто слышали, давайте вот решать проблемы текущего дня, и они бы не смотрели вперед, не строили идеи, планы и проекты ГОЭЛРО, индустриализации и так далее, которые уже закладывались, ну, как бы не факт, что у них что-то получилось. Я не осуждаю вашу позицию в части того, что нужно решать проблемы по мере их поступления. Но это не лишает нашей возможности строить планы, мечтать и думать о том, как бы мы хотели, как бы мы видели это общество. Анализировать ошибки, совершенные нашими предшественниками, думать, как не допустить эти ошибки в будущем. Ведь на значительную часть этих ошибок мы сами себе так и не дали ответ. Элементарно, вот большая часть ваших коллег, когда мы обсуждаем причины развала Советского Союза, все сводит к предателям. На мой вопрос, как партия проанализировала это и как собирается не допустить предателей в будущем к власти, ни одного удовлетворяющего меня ответа пока я не получил. А это проблема, это наша с вами общая проблема, не только партийная, а прям национального характера. Поэтому большое спасибо вам за диалог, большое спасибо за хорошие, интересные, эмоциональные ответы. Вот. Но призываю всех мечтать. Спасибо. Вам спасибо. Спасибо за интересную беседу. Спасибо, товарищи. Продолжаем мечтать. В нашей программе сегодня был депутат фракции КПРФ в Госдуме, член ЦК КПРФ Артем Прокофьев. Вели программу Кирилл Рычков и Федор Бирюков. Мир вам. Совет передается государственной власти.